Привет, я Саша Акимов. Сегодня мы поговорим снова о старых плохих камерах. В этот раз у меня на обзоре будет Sigma DP1S. Но для начала я должен сказать все же пару слов о самой фирме Sigma. Sigma в народе больше известна как производитель недорогих, но очень качественных объективов под все байонеты, которые существуют на данный момент. Ну и еще тем, что каждая ссыкуха, купившая себе на Авито бэушную кропнутую говнозеркалочку, мечтает снимать на Sigma 35 1.4. Возможно, когда она отснимет 1000 свадеб, где будет невеста на ладошечке, где будут какие-то выкупы в ссаных подъездах, наконец она сможет уже считать себя достаточно зрелым фотографом, который способен делать нечто большее. Наконец она купит себе долгожданную полнокадровую камеру. Конечно же, тоже БУ и тоже на Авито, и это будет тоже говнозеркалочка. Но на ней будет стоять в обязательном порядке Sigma 35 1.4 серии Art. И тогда она сможет наконец снимать своих подруг и просто ТФПшных девочек на захламленных кухнях хрущевок, как это нынче модно. Прошу меня извинить за сомнительное лирическое отступление. Все-таки мы говорим про корпорацию Sigma. Компания эта не такая древняя, как остальные производители фототехники. Образована всего лишь в 1961 году. Поначалу они делали довольно странные широкоугольные объективы и довольно интересные светосильные телевики. Чуть позднее робко стали делать стандартных фокусных расстояний фиксы. Потихоньку набирали вес, зарабатывали репутацию, улучшали свое производство. И к концу 80-х они уже прославились как производители достаточно нестандартных и интересных решений для всех байонетов. Они всех удивляли тем, что создавали очень светосильную оптику в таких сегментах рынка, в которых обычно все просто не парились. Это, например, были сверхширокоугольные объективы и телефотообъективы. В нулевые годы фирма делала уже практически любые объективы, любые фиксы, не фиксы, под все байонеты, какие существуют, и неплохо себя чувствовала. Но в 2012 году корпорация Sigma глобально перестроила политику производства. Тогда они разделили объективы на 3 условные серии. Это были Art, Sport и Contemporary. Вот тогда-то и появилась знаменитая Sigma 35 1.4 Art, которая известна тем, что она, в общем-то, по всем характеристикам лучше, чем родные стекла того же Nikon и Canon, но при этом дешевле их. Не менее нестандартна и история с созданием собственных фотоаппаратов. В 70-е годы они делали клоны зеркалок фирмы Ricoh под байонет М42. В 80-е они сделали еще одну робкую попытку, и снова они копировали зеркалку фирмы Ricoh, но в этот раз уже с байонетом К. Все это время они стабильно производили автофокусные компактные фотоаппараты. В 90-е годы была создана первая по-настоящему своя система под названием Sigma SA. А когда в начале нулевых пленочная эра уже подходила к концу, Sigma сделала свою первую цифровую серию. Уже на этот раз называлась она Sigma SD. Тогда и были впервые применены трехслойные матрицы Foveon. У этих камер было нестандартно практически все. Особенно, конечно, матрица, но и забавно, что нестандартен был кроп-фактор. В то время как у всех камер был кроп-фактор 1,5, ну почти у всех, на самом деле у Canon он 1,6, но это не так важно. У Sigma был кроп-фактор 1.7. И это не способствовало облегчению того, чтобы пересчитывать эквивалентные фокусные расстояния у объективов в уме. В 2008 году была выпущена самая первая компактная камера фирмы Sigma с матрицей Foveon и фикс-объективом.
У меня сейчас на руках есть как раз-таки Sigma DP1S 2009 года. Это, по сути, та же самая камера с незначительными изменениями. Корпус камеры Sigma металлический, простой, можно сказать, неказистый. Но это даже и хорошо, то что он такой, в общем-то, неприметный кирпичик, не привлекает лишних взглядов. По мысли дизайнеров, достаточно было сделать пупырки здесь сзади и спереди для того, чтобы был достаточный хват, но тут явная недоработочка. Хоть какая-то нашлепочка-то должна быть, потому что пальцем просто не за что взяться. Ну, тут есть небольшой выступ сзади, но его не хватает. Камера норовит выскользнуть из руки. Не очень интуитивно расположена кнопка включения. Она находится в такой непосредственной близости к барабанчику переключения режимов. Сзади достаточно стандартная крестовина. Никаких сюрпризов здесь нет. Кнопка AL, кнопка экспо-коррекции, Play, там меню, окей. Это абсолютно необходимый минимум. Единственное, для того, чтобы более оперативно менять настройки, связанные с экспонированием снимка, я перенастроил некоторые клавиши. Соответственно, влево-вправо это у меня диафрагма на крестовине. Экспо-коррекция так и есть экспо-коррекция. А вот эти W и T, это кнопки, которые подразумевали, что кто-то будет зумировать цифровым способом картинку, которая и так 14 мегапикселей, я переназначил на изменение ISO. А также стоит упомянуть, что сзади есть прекрасный такой барабанчик для того, чтобы фокусироваться вручную, потому что фокус здесь не фонтан, но да и вообще во многих ситуациях это может пригодиться. Вот, здесь такая, можно сказать, шкала от 30 сантиметров до бесконечности. Крышечка, которой объектив подразумевается закрывать, абсолютно ужасно, поэтому я ее не использую. Но переднюю линзу все равно надо защитить, поэтому я использую вот такую конструкцию, немножко многоуровневую. Для начала я накручиваю адаптер с светофильтром. Вот, собственно, я уже защитил переднюю линзу. И дальше я еще накручиваю бленду, для того, чтобы избавить свои снимки от боковых засветок. Камера боится их как огня, она абсолютно не способна пережить любые засветки, потому что очень матрица своеобразная. Про это чуть позже подробнее я расскажу. В связи с этим вот теряется, в общем-то, компактность, конечно, этого аппарата, но мне тут непонятны две вещи. Как фирма, которая съела собаку на производстве объективов, не смогла сделать нормальную крышечку для своей собственной камеры, и почему они не могли сделать просто раздвигающиеся шторки, как у того же Ricoh GR. У него точно так же выдвигается объектива хоботок и раздвигаются шторки. Очень по-дурацки, конечно, сделано. Помимо того, что у камеры есть, собственно, горячий башмак с центральным контактом, у нее также имеется и встроенная вспышечка, крайне немощная, вызываемая нажатием рычажка. Ее использовать абсолютно не имеет никакого смысла. В общем-то, можно многие эти недостатки списать на то, что все-таки это одна из первых камер компактных, у которой был большой сенсор. Собственно, это вообще, наверное, если я не ошибаюсь, вообще в принципе вторая камера таких размеров, у которой APS-C сенсор. Что еще немаловажно, здесь у нее надпись, что сделано в Японии, Sigma Corporation. Самая главная особенность этой камеры спрятана у нее внутри. Это матрица Foveon X3. Фотоматрицы такого типа кардинально отличаются от тех, что применяются сейчас в большинстве
фотоаппаратов. Да, в общем-то, все современные фотоаппараты используют обычную плоскую матрицу с массивом байеровских фильтров. Для цветоделения этот массив поделен на сегменты по 4 ячейки, по 4 светочувствительных пикселя. И каждый из них отвечает за определенный цвет. И они расположены в шахматном порядке. 2 зеленых пикселя, 1 красный и 1 синий. Процессор камеры, когда картинка снимается, собственно, с матрицы, берет информацию о яркости и о цветности соседних пикселов и, анализируя это, производит интерполяцию и, собственно, формирует изображение. Конечно же, при таком подходе происходит несколько упрощений и кое-какие допущения. Ну, во-первых, получается, что вот эти заветные мегапикселы, которые написаны на любой камере, на самом деле имеется в виду именно сенсоры, то есть ячейки, чувствительные к свету, а не мегапикселы. Сами пикселы в целом можно смело делить на 4, потому что разрешение, которое получается благодаря такой обработке, это всего лишь интерполяция. А во-вторых, при фотографировании мелких структур процессор частенько не справляется, потому что эта сама структура, она может быть такой зернистой, или, ну, как, не знаю, как ткань, например. Она может иметь резкие переходы между тенями, цветами, по цветам отличаться, и частенько процессор просто не может справиться с такой, скажем так, кашей из мелких деталей, и образуется муар. Своеобразные баги цветов. Наверняка вы когда-либо видели такое на картинках. Ну и в-третьих, цвета на конечной картинке могут быть далеко не такими, как мы хотели бы изначально получить, или какие мы их видели. Конечно, они не отличаются прямо кардинально, но все же тот цвет, который вы получаете с байеровской матрицы, это лишь результат домыслов процессора камеры. Но не будем пиксель-дрочерами, матрицы с фильтром Байера все равно используются везде, и пока лучше на самом деле ничего не придумали. Давайте лучше я расскажу о том, как работает матрица Foveon вот в этой малышке, и почему она кардинально отличается от остальных матриц. Цвета в ней определяются кремниевыми датчиками послойно, благодаря разной длине волн. Архитектура Foveon такова, что фотодиоды в ней расположены послойно один за другим в 3 слоя. Верхний слой поглощает синюю часть спектра, средний поглощает зеленую, а красный воспринимается нижним слоем. Такая структура позволяет получить полную информацию о всех 3 цветах, поэтому нет нужды производить сложную интерполяцию и додумывать, какой цвет должен оказаться в каждом конкретном пикселе конечного изображения. А также благодаря этому достигается высокая резкость и свобода от хроматических аберраций, практически полная. На бумаге Sensor X3 Foveon видит картинку мира даже, наверное, лучше, чем мы видели бы глазами, и как минимум отличающуюся от того, как видят мир другие камеры. Но у этого технологического чуда есть и свои недостатки, конечно же. Ну, во-первых, картинка дичайше шумит на относительно небольших даже значениях ISO. Это все потому, что в реальности разделить фотоны так идеально, как хотелось бы тебе в теории, не получается. Поэтому часть света все равно возбуждает соседние пикселы. Чаще всего страдает именно синий канал, который первый встречает удар. Цифровой шум появляется уже даже на ISO 200. Там он еще терпим, но на ISO 400 уже картинка совсем так себе, а на 800, это максимальное значение, которое способна эта камера вообще воспроизводить, картинка полностью, я считаю, что уничтожена и не имеет никакого смысла снимать на таких высоких значениях ISO. Ну и примерно так же, как производители матриц с байеровским фильтром обманывают нас, говоря про мегапикселы додуманные, здесь работает примерно такая же маркетинговая схема. В характеристиках Foveon указывает субпикселы, как будто бы это полноценные пикселы. И написано там 14 мегапикселов. На самом деле это просто сумма всех пикселов, которые есть в 3 слоях. Фактически картинка, которую мы получаем с этой матрицы, равна примерно где-то 10 мегапикселам с байеровского фильтра. Но благодаря отсутствию антиалиазинг фильтра перед матрицей и более высокой резкости, а также гораздо более точной цветовой дискретизации, фактическая картинка, которую мы получаем, выглядит, ну, как будто бы ты снял где-то на 24 мегапикселя, даже может быть 30. Сегодня я обозреваю камеру Sigma DP1S
И я вот для этого уже во множество разных самых локаций съездил, чтобы поснимать в различных условиях, как она работает. В данный момент я посреди каких-то полей. Не просто так я решил оказаться в этих просторах. На самом деле, помимо того, что я хочу посмотреть, как в ясный солнечный день камера себя поведет, еще я тестирую микрофон Rode Wireless Go. Вот эта вот квадратная хуевинка у меня болтающаяся здесь, это, собственно, одна из беспроводных частей, которая записывает звук. Вторая у меня воткнута в камеру, которую я сейчас пишу это видео. Это Osmo Pocket. Посмотрим, какой будет звук здесь, потому что сильный ветер дует на самом деле периодически. И насколько защищает вот эта мертвая мышь, которая там пришлепнута у меня к микрофону. И при этом я пишу звук именно на сам микрофон, который встроен в передатчик, а не на петлицу. Пришел я к старым коровникам. Я думал, что они вообще заброшенные. Все тут поросло вокруг этими борщевиками богомерзкими. Воняет навозом. Значит, возможно, здесь все-таки где-то есть коровы. Сейчас я их поищу. Камера затрачивает на то, чтобы включиться, где-то, наверное, пару секунд точно. Валяется содранная коровья шкура тут, а рядышком молодые телята ждут, собственно, своей участи. Привет, телята. Ну ладно, будем про камеру рассказывать. Вот хочешь ты сфотографировать теленочка милого, глазастого, и у тебя камера, где-то мучительно жужжит и где-то секунду тратит на то, чтобы сфокусироваться. Секунда для тех лет это было, в принципе, нормально. Для контрастного фокуса более чем 10-летней давности, в общем-то, это не так уж и плохо. И вот ты сфокусировался наконец, сделал почти беззвучную, кстати говоря, фотографию заветную с теленочком. И ждешь секунд 10-15, пока фотография запишется на камеру, потому что она не дает тебе ничего больше сделать, пока ты записываешь одну фотку всего лишь. Нельзя ни настройки поменять, ни какие вообще, ни экспозицию, ни ISO, ничего не меняется. Так что просто стоишь и ждешь, пока фотка, 10-15 секунд записывается. Довольно странное, конечно, ощущение после всех суперсовременных камер. Но это не так уж и плохо. Позволяет немножко даже подумать между фото. Выключается камера тоже примерно секунду. В общем, все камера делает неторопливо. Как снимает, как фокусируется, как включается, выключается. Даже очень продолжительно записывает каждую отдельную фотографию на карту памяти. И это никак не связано с какими-то буферами там или с самой скоростью карточки. Просто камера настолько неторопливо обрабатывает информацию, которая у нее появляется при, собственно, фотографировании. Обожаю я эти пустые русские поля, которые пересекаются грязными проселочными дорогами, изрытыми колеями. И дороги эти никуда не ведут, а поля ничем не засеяны. Но такой простор, что просто душа поет.
Дисплей у камеры просто чудовищный. Он имеет несколько режимов яркости. В одном он чрезвычайно тусклый и ничего не видно на нем. В другом режиме он настолько яркий, что просто все выглядит выбитым, ярким, белесым. Хотя на самом деле оно у тебя будет нормально проэкспонировано. Опытным путем я выявил, что камера постоянно норовит в режиме мультизонной экспозиции всю картинку пересветить примерно на одну ступень. Поэтому у меня постоянно, перманентно стоит экспокоррекция на -1 для того, чтобы предотвратить выбивание цветов, потому что цвета на равах с этой камерой вообще не тянутся. Но я это покажу, когда дойдет дело до обработки. А сейчас мне приходится выставлять все экспо-параметры, такие как выдержка, диафрагма и ISO, на глазок. Ну, как, в общем-то, это и делалось в свое время на пленочные компакты. Ты же нифига не мог посмотреть, что у тебя там получится. Из-за того, что у камеры очень хороший резкий объектив, очень интересная картинка с крайне нестандартными цветами, и при этом она еще и неторопливая, можно решить, что она годится только для всяческих пейзажных каких-то сессий. Но на самом деле можно использовать ее и для стрит-фото, если объект съемки, собственно, не бежит на вас и от вас не убегает. И вот я, допустим, пришел в лес, нашел офигенную полянку с цветочками, хочу, собственно, какой-нибудь цветуёчек сфоткать, и понимаю, что камера не годится для макро, потому что она фокусируется только с 30 сантиметров. Конечно, в бархатистом футлярчике имеется макролинза, но картинка с ней абсолютно никакущая. Еще одна особенность этой камеры, которая заставляет вспомнить о пленочных временах, это то, что ее батареи хватает, ну, приблизительно кадров на 50 в среднем, поэтому приходится с собой носить вот такую горсть батареек на всякий случай. У камеры очень резкий объектив, просто высочайшего класса. У него эквивалентное фокусное расстояние 28 мм. Единственное, что светосила, конечно, подкачала всего лишь f4. А учитывая тот факт, что у камеры лучше ISO не задирать, то ей уже тяжеловато снимать там, ночью, например, или даже просто в сумерках. Вот, например, в таких условиях камере уже будет тяжело сдюжить, поэтому придется открыть диафрагму хотя бы до ее максимально возможных 4 и поднять, пожалуй, ISO до 200. Пусть не смущает, что у этого объектива написано 16,6, а не как, допустим, на Ricoh GR 18,3 мм. Это все потому, что здесь кроп не 1,5, а 1,7. Поэтому при пересчете как раз 28 мм и получается. 28 мм это одно из моих любимых фокусных расстояний, прекрасно подходящее для любых таких каждодневных каких-то зарисовочек спонтанных, потому что это не слишком широко, чтобы все корежить, чтобы дала там заваливать слишком уж чрезмерно. Ну, конечно, если поднять камеру, завалит. Но это не слишком узко, не получится уж там поснимать прям какие-то портреты или, не знаю, что-то вдалеке. Это фокусная, которая заставляет тебя подходить к любому объекту съемки гораздо ближе, чем тебе иногда хотелось бы.
Я стараюсь снимать ясными солнечными днями на Sigma. Здесь еще одна особенность техническая проявляется камеры, потому что у нее телецентрический ход лучей вот, через объектив. Потому что на такую матрицу, в общем, свет должен падать строго под прямым углом, иначе будут серьезные артефакты и засветки. Так что отчасти еще и поэтому я всегда использую камеру с блендой, потому что я уже несколько кадров так запорол. Любая боковая засветочка просто уничтожает тебе картинку, превращая ее в какое-то синевато-фиолетовое месиво. Когда приходишь домой с прогулки и хочешь сбросить фотки на компьютер для последующей обработки, сталкиваешься с еще одной сложностью. Особый RAW этой камеры хорошо проявляет только своя программа Sigma Photo Pro. Она медленная, максимально неэргономичная и корявая. Просто листаю фотки вверх, и она уже лагает. Сейчас я нажал открыть двойным щелчком фотографию для обработки, и вы видите, как она долго грузится, и вот здесь вот каждое действие вот в правом верхнем углу сопровождается длительной такой загрузкой. Например, я хочу увеличить 1:1 картинку, и она задумалась. Хотя бы обратно уменьшает не так медленно. Но только в ней, именно в этой программе, можно выжать максимум из файлов, получаемых на эту камеру сырых. Они имеют особый формат. Они, конечно, на самом деле открываются и в Adobe Lightroom, но там получается слишком плоская, скучная какая-то картинка, неинтересная, и резкость почему-то меньше. Видимо, какие-то проблемы у адобовских алгоритмов при демозаике этой картинки. Да и нет в программах от Adobe тех цветовых профилей, которые уже посчитаны самой Sigma под их камеры. В целом там можно редактировать картинки, но я предпочитаю все же родную программу, хоть она уродливая, кривая и неудобная. И не потому что я мазохист, в общем, а потому что в конечном счете картинка получается гораздо лучше. Крайне сложно не потерять информацию в очень контрастных сценах. Например, может получиться или слишком темно, или слишком светло. Но в целом изначально у кадра, попадающего на матрицу, сразу же имеется неплохой динамический диапазон. Картинка будто снята в плоском профиле с повышенным динамическим диапазоном. Остается лишь только ее правильно приготовить, чтобы она стала красивой. И вот тут мы видим странные цвета. Странные цвета — это, в общем-то, и плюс, и минус одновременно. Большинство современных камер стремится сделать так, чтобы картинка по умолчанию выглядела максимально приближенно к тому, как мы видим это глазами. Просто реалистично, как-то плюс-минус. Но матрица Foveon видит картинку совсем иначе. Ее цвета ближе не к обыденности, а скорее к пленочным. Хипстерам должно понравиться, хотя они вряд ли с ней смогут управиться, да и не захотят ковыряться в этих файлах, так что пусть просто идут, снимают JPEG на свой сраный Fujifilm. В программе наверху здесь не так много инструментов, типа вывод в JPEG или в TIFF, слева сверху. Плюс можно перевернуть картинку, как-то пометить или удалить. Справа, как и в Lightroom или в Capture One каком-нибудь, есть набор настроек, которые можно поменять. Я туда сейчас лезть не буду, это и так всем понятно, как работает. Но вот тут у них особая фишка. Сначала 3 варианта, как будет картинка выглядеть. Соответственно, X3F — это именно то, как она была увидена матрицей. Просто сырой файл. Получается, как правило, какой-то слишком уж он зеленый или какой-то, часто очень сильный перекос в какой-то оттенок. Не потому что камера неправильно баланс белого прочитала, а потому что она видит мир по-особому. Есть вариант авто. Частенько он довольно неплох. Сама программа, в принципе, здорово выстраивает картинку, поднимает точку белого, точку черного. Все симпатично выглядит, неплохо. Но я-то просто знаю, как эта картинка выглядела изначально, и стараюсь все-таки привести ее к некому своему восприятию, то, как я хотел бы ее видеть. Поэтому я тут просто сделал уже кастомный пресет, который вот сразу же автоматически вешается вот сюда на кнопочку кастом. И мой вариант, он немножко теплее.
счастью, фирма Sigma не перестает работать над улучшением своих камер. Они стабильно из года в год стараются выпустить новые камеры с матрицами Foveon, а в 2018 году они объединили свои усилия с компаниями Leica и Panasonic для того, чтобы представить свои камеры полнокадровые на L-Bayonet лейковский. Leica сделала Leica SL2, Panasonic выпустил сразу две камеры сначала, S1 и S1R, чуть позже S1H для более специализированную для видеозаписи. А в середине 2019 года выпустила и Sigma свою полнокадровую камеру, больше специализированную, конечно, под видео, такую малышку Sigma FP. Что характерно, она оказалась не с матрицей Foveon, слишком это уж сложно, видимо, в разработке для них оказалось. А может быть, просто они захотели попробовать себя в новом сегменте рынка. Как и другие почитатели данного бренда, я с нетерпением жду, когда же наконец выпустят полнокадровую матрицу Foveon. И, возможно, за такой камерой я бы побежал в первых рядах, потому что мне на самом деле картинка очень нравится. И даже не важно, что мне пришлось бы мучиться, страдать, камера была бы медленная, кривая, как и это. Это не важно. Для меня важно получать удовольствие от камеры, и от Sigma DP1S на самом деле я его получил, несмотря на все препоны, которые камера выстраивает для пользователя. И самое важное, помните, плохих камер не бывает. Бывает только пользователь, который не знает, как с ней совладать. С любой, абсолютно любой камерой, какой бы она древней, какой бы она корявой ни была, можно справиться и добиваться каких-то интересных результатов.